Куда ты инвестируешь? Поделись. Ну, там 5 стран ЕС, например, включая Польшу и Чехию, Литву. Ушел в Россию, и в России покупаю до сих пор квартиры. А вот в России где ты покупаешь, если не секрет? Сейчас Калининградская область. То есть Калининград рулит, на твой взгляд. Не знаю, что ты в Колумбии тоже покупаешь недвижимость. Ключевые факторы успеха – это небольшая стоимость, и чтобы ее можно было быстро продать. А есть у меня ипотеки в Польше и в Чехии. В России нет, потому что ставка на данный момент как-то у меня не подходит. Считаю, что недвижимость – это стабильная сфера, которая приносит пассивный доход. Это фундамент инвестиций. Друзья, ну что, у нас очередная серия подкаста, и в этом выпуске в гостях мой товарищ, одноклубник Бартоломей Закшевский. И мы сегодня будем говорить с человеком, который знает 6 языков, 4 алфавита, предприниматель, инвестор, путешественник и такой спойлер сразу для красного словца. Он инвестирует в проекты, связанные с космосом. Вот об этом я хочу поподробнее сегодня с тобой поговорить. Ты больше себя считаешь все-таки предпринимателем или инвестором? Что первее? Раньше предпринимателем, а сейчас больше инвестором. Что случилось такого в твоей жизни, что ты начал менять роль с предпринимателя в инвестора? Честно скажу, что просто устал от операционки и контроля разных компаний и проектов, и больше понравилось инвестировать, поддерживать проекты, знакомить с людьми, проводить время на конференциях, открывать новые проекты, изучать новые сферы бизнеса. Куда ты инвестируешь? Поделись. В принципе, в недвижимость, но есть еще стартапы, есть разные проекты с людьми, которые мне нравятся, у которых похожая энергия, и которых я знакомлю на нетворкингах. И скажу, что все мне нравится, и я готов инвестировать в разные проекты, которые, я думаю, которым мне нужна лицензия. Почему недвижимость? Вот я знаю, что изначально она же была, да? Да. Считаю, что недвижимость – это стабильная сфера, которая приносит пассивный доход. И это фундамент инвестиций. А после этого фундамента, я думаю, можно развиваться на другие направления. А ты рассматриваешь инвестиции в недвижимость больше как консервативный, да, такой инструмент? Или не совсем? Или агрессивные стратегии тоже присутствуют в твоем портфеле? Я бы сказал, что я тестировал практически все варианты. Что было самое такое трэшовое, агрессивное, но больше всего дало денег? Я думаю, сам такой интересный проект в недвижимости, который был где-то 8 лет назад. Это был флиппинг на квартире, у которой были собственники, каждому больше, чем 75 лет. Надо было собрать все доверенности, и никто из них не жил в Польше. И получилось за 3 месяца. А как ты это делал своими руками, через ассистентов? Через партнерами, юристами. Я, в принципе, когда подумал покупать первую квартиру, я этой квартиры не купил в Польше. Я заработал первые деньги с бизнеса и сразу купил себе квартиру в Чехии. И ушел за границу, как-то в диверсификацию. И считал, что это будет опыт. Новый опыт. И когда это случилось? Вот когда ты вообще первые деньги инвестировал? Сколько тебе было лет? Первая квартира где-то я приобретал где-то 10 лет назад. То есть, в принципе, 10 лет ты занимаешься инвестициями? Да. Или больше? 10 лет тестировал практически все. Перепланировки, ремонты, вторичка у застройщика, покупки ze skidką, по цене рынка. Просто тестировал разные варианты и старался найти для себя то, что меня интересует и что для меня подходит. Даже делал перепланировки, например, с 2 комнат, делал 5 комнат для студентов, подписывал договора с родителями, смотрю, как работает рынок, как тут прибыль меняется и так далее. Но, в принципе, то, что сейчас модно на YouTube, все флиппинги и ремонты, то я уже делаю практически 10 лет. А вот можешь порекомендовать, да, имея свой такой бэкграунд, богатый довольно опыт в разных странах, то есть, представьте, человек занимается инвестициями в недвижку, причем такими экстремальными стратегиями, а не просто купил и сдал, в разных странах. В каких? Можно сказать, в каких? Ну, там 5 стран ЕС, например, включая Польшу и Чехию, Литву. В Черногории тоже где-то активно покупаю. Потом ушел в Россию, и в России покупаю до сих пор квартиры. А вот в России где ты покупаешь, если не секрет? Сейчас Калининградская область. То есть Калининград рулит, на твой взгляд? Да, потому что как поехал в Россию, жил в Нижнем Новгороде. А потом подумал поехать в Калининград, будет поближе Польши, там 150 километров от моего города, поэтому в Калининграде.
И ты сказал, в Калининградской области, то есть в самом городе или в области ты тоже покупаешь? Ну, я готов инвестировать в области, но по практике получается в городе. Выгодней. А что ты покупаешь? Тоже квартиры, это флиппинг или это новостройки? Что это? Новостройки, вторички. Коммерческая недвижимость или нет? В коммерцию я не зашел, потому что как-то это не мое. И мне лучше рассчитывать жилую недвижимость по налогам и так далее. Покупай тоже парковки и гаражи. Угу. Интересно. А в Москве и Питере как ты считаешь, рынок оцениваешь? Тут у меня нет опыта. Порог на вход как-то чуть-чуть большой для меня. И мне нравится покупать квартиры, где большая ликвидность, где цена, можно сказать, до 80-100 тысяч евро за квартиру. И так, чтобы можно было ее продать в течение 4-5 дней. Это для меня очень важный фактор. То есть ключевые факторы успеха – это небольшая стоимость. Да. И чтобы ее можно было быстро продать. Да. А используешь ли ты какие-то там рычаги в виде ипотеки, ипотечное плечо, кредиты? Или ты своими деньгами двигаешься? Друзья, а в моем телеграм-канале висит запись закрытой встречи с инвесторами, где мы обсуждаем, как покупать недвижимость инвестиционную в Эмиратах, в ипотеку, даже по паспорту РФ, и зарабатывать до 30% годовых в валюте уже через 8-10 месяцев. Переходите по ссылке в описании. Да, есть у меня ипотеки в Польше и в Чехии. В России нет, потому что ставка на данный момент как-то мне не подходит. А в Чехии и в Польше, да, есть ипотеки. Я знаю, что ты в Колумбии тоже покупаешь недвижимость. Да, покупаю в Колумбии. А что там в Колумбии такого, что вот ты... Как так вышло вообще? Ты и Колумбия. Как тебя туда занесло? Это, в принципе, далеко. Да, это очень далеко. И это вообще новый опыт. Как бы первая квартира, это была обычная квартира под долгий срок. Все получается, но у них чуть-чуть другие законы и документы, и процессы. Надо было изучить, как все работает. Сейчас зашел в проекты, которые работают с Airbnb, тогда сдача для компаний и для, под командировки в практике. И даже так интересно, что прибыль с всего объекта, например, даже вендинговые автоматы, Coca-Cola и там какие-то продукты, которые продаются в объекте, прибыль идет для инвесторов. И это мне проект очень понравился, что на всем, на чем объект зарабатывает деньги, разделяется тоже для инвесторов. Даже стирка и как меняется белье за доплату. Ничего себе. То есть, подожди, весь мини-бар, условно, да, назовем, который там тоже внутри есть, инвестор тоже на этом зарабатывает. Да. Интересный подход. А как вышла Колумбия? То есть ты такой путешествовал, такой, нашел Колумбию, заехал в Колумбию, или как это было? Кто тебе подсказал, что вот именно нужно туда смотреть? Несколько лет назад жил в Африке, месяц в Кении, в Найроби, и думал, что надо как-то открывать себя на другие континенты. И искал какую-то программу в Южной Америке, которая будет подходить под мои налоги, под общение с людьми и которая открыта для новых инвесторов. На данный момент рассчитывал Мексика, Чили, Перу и Колумбия и другие страны. И я думаю, на данный момент решение было такое, потому что Колумбия имела на данный момент очень хорошую программу для инвесторов. А сейчас? Как там с программой для инвесторов? Она еще есть, только надо жить больше, чем полгода в год. И это уже так некомфортно. То есть каждый год больше, чем полгода надо жить? Да. Супер. А в каких странах ты еще инвестируешь? Как ты вообще смотришь на Ближний Восток, Азию? Не знаю. Азия это не мое. А у тебя был там опыт какой-то или почему не твое? Вот тоже интересно, кстати. Мне всегда нравится, как бы вторая и третья точка, что мне нравится, это Африка и Южная Америка. Просто культура, еда, такое движение. Я думаю, просто Азия это не мое. Был на конференции в Малайзии, и это мой весь опыт с Азией. Угу. То есть, в принципе, ты инвестируешь туда, куда ты сам ездишь. Да, и где мне нравится энергия и людей, с которыми общаюсь. Угу, супер, это тоже важно. И ты продолжаешь заниматься бизнесом при этом. Да. А что у тебя за бизнес? Расскажи. Это тоже интересная история. Я раньше поставил оборудование для мобильной связи. Эта компания сейчас еще работает, занимается консалтингом IT. Была у меня логистика, было бюро проектов, теплотрубы, энергетика и так далее. Потом машины в прокат. 2 года назад открыл производство мяса в Подмосковье. Как так вышло вообще, что тебя занесло в Россию, да еще и в производство мяса? Команда, товарищи.
Просто нравится людей, с которыми я работаю. То есть ты в партнерстве все проекты запускаешь? Да, я сейчас больше как на инвестор выступаю, но стараюсь помогать контактами, опытом. И в чем могу быть полезен, я всегда спрашиваю своих партнеров и просто делаю то, что я могу сделать, то, что в моих силах. А вот как ты выбираешь проекты, куда ты заходишь? Вот почему ты выбрал мясной бизнес? Потому что это новое, это будущее. И, это не будущее, это просто то, что мы употребляем каждый день. А нравится делать проекты, которые полезны для людей, которые без химии, без глутамата, без каких-то добавок, которые вредны для человека. Поэтому, если проект, он полезный для людей, то мне нравится. Пришло время рассказать про космос. Как так вышло, что ты активно инвестируешь в любые проекты, связанные с космосом? Когда мы с тобой познакомились, меня на самом деле очень сильно зацепила эта фраза. Ты прям сказал, что мне очень нравится все, что связано с космосом, и если есть что-то интересненькое про космос, я туда захожу. Вот ты сказал, что ты хочешь полететь, насколько я помню, куда-то там. Я хочу. Да. И вроде даже запланировал. Ну да, только жду, когда будет возможность. С детства мне нравится космос. Я практически много часов в неделю смотрю фильмы и читаю книжки научные. Мне больше нравится научная фантастика, чем такая придумана. Научная фантастика, физика, электродинамика и много таких предметов, связанных с космосом, астрофизика. Это хобби с детства. Потом я на много лет об этом как-то чуть-чуть забыл. Но книжки читал, а как бы в этой сфере космоса не развивался. Угу. И несколько лет назад было предложение с проекта Copernic Space, чтобы зайти как инвестор и показать, что можно сделать токенизацию продуктов, которые мы можем отправлять в космос. Можем сделать площадку для обмена разных товаров и продажи, покупки товаров, которые будут в будущем в космосе. Я помню из университета, потому что по образованию я инженер телекоммуникаций, и помню, как мы в университете обсуждали такие темы, как солнечные панели в космосе, что будет энергия и так далее, и это все круто, но как-то 15 лет пришло, и в этом космосе этих солнечных панелей как бы очень мало, поэтому я думаю, будущее, это следующие 2-3 года. Искусственный интеллект, который в консумпции очень много энергии сейчас участвует. И я думаю, мы будем тоже выносить какие-то станции в космос, чтобы производить энергию. И я просто хочу быть участником этого будущего. А как ты... интересные очень мысли, которые, скажем так, сильно выделяют тебя среди других людей, да, кто вот сегодня приземленно пойду, запущу этот бизнес, запущу этот, здесь я столько заработаю, здесь я столько вот рассчитал. То есть инвестиции в космос – это по факту инвестиции в какую-то супер идею, которая не факт, что вообще стрельнет, и не факт, что в ближайшие 10 лет. Или все-таки у тебя есть какой-то третий глаз, видение. Как ты выбираешь? Вот почему именно оно? Я думаю, это больше статистика, потому что большинство инвестиций – это недвижимость, поэтому часть денег я отправляю тоже на стартапы и на новые проекты, ну и часть в космос. Не в космос, а в проекты, связанные с космосом. Но скажу так, что да, это большие риски, но это будущее. Если я бы инвестировал 90% своего капитала в проекты, связанные с космосом, я думаю, это была бы очень рискованная стратегия. Но там часть денег. Но я скажу так, что мне нравится движение, и поэтому даже если запускаю какой-то новый проект, то мне больше интересно запускать 4-5 одновременно, потому что когда я жду ответы от моих партнеров, менеджеров, людей, с которыми я сотрудничаю, то я думаю, это не мой темпо, и все отвечают медленно. Тогда лучше я запускаю 5 одновременно, и хотя бы идет движение так, что я получаю много информации и могу как с этим справиться. А сколько у тебя сейчас, если не секрет, проектов одновременно, в которых ты принимаешь какое-то участие? Я бы сказал 10 активно. 10 активно? Активно, Они да. активно? Они активно, то надо посчитать где-то в столбиках в Excel. Сколько примерно десятков? Да. Несколько десятков? Нет, шучу. Не так много. Тогда следующий вопрос, который такой супер актуальный для любого сегодня предпринимателя, человека, который нас сегодня смотрит. Где найти время, энергию и ресурс у себя для того, чтобы 10 проектов? Это хороший вопрос. Я думаю, фундамент – это здоровье. Это спорт, это привычки кушания, питания. То, что мы кушаем, это энергия. Найти для себя, что работает, чтобы поднимать этот уровень энергии. Но я, как просыпаюсь, первое, что я делаю, это я принимаю холодный душ. Это меня заряжает.
Поэтому фундамент это здоровье. А потом считаю, что это просто структура дня, и план месяца. А можешь поделиться, как вот ты планируешь? Я, кстати, тоже поделюсь, давай. У меня есть планирование, которое я делаю на год. Ну, такое, знаешь, больше видение, цели, там, по сферам, по проектам, потому, ну, чего бы мне хотелось условно, да, видеть через год некую точку Б. Дальше это видение, оно раскладывается на кварталы, на месяца, на недели. И вот у меня есть реально каждую неделю такой мой день. Обычно это либо пятница, либо воскресенье утром, когда я такая сама с собой, назовем это так, в дзене, с календарем, планирую в начале время для отдыха, время для восстановления, время для того, что меня наполняет ресурсом. Ну, обычно это какие-то телесные истории, массажи, там, бани и так далее. И потом в оставшиеся вот эти окна я вписываю какие-то там встречи, планерки, дела. Вот это моя технология, да, например, как я действую. Как действуешь ты? Поделись. Я скажу, что сейчас я тоже так работаю. Я думаю, просто стал взрослым, потому что раньше читал много книжек и тоже старался сделать такой план, но он как-то не работал для меня. У меня все появлялось с дня на день. Записывал какие-то задачи либо планы, потом их быстро менял, потом в зависимости от настроения менял все еще раз, потом удалял что-то с плана. Поэтому я бы сказал, что за последние 20 лет я был такой человек-хаос. И сейчас, да, стараюсь сделать план дня, план на квартал, на год, на полгода. Ну, то есть, смотри, ты человек-хаос, но при этом 10 проектов, десятки активных, да, десятки тех, где ты не активен. В чем тогда секрет? Я думаю, секрет в этом, что я нахожусь в каком-то спектрум СДВГ. То есть ты одновременно и руками... Да. Слушай, мне кажется, у меня тоже есть немножко СДВГ. Ну, мне кажется, у каждого предпринимателя, который сегодня вообще суетится, что-то делает и добивается каких-то результатов, ну, должен быть вот этот элемент, назовем его так, изюма некого, да, который Да, я согласен. немножко раскачивает мозг, энергию и вообще способность одновременно много всяких действий делать. А бывает ли что-то, что, например, на твой взгляд, ну, где ты ошибаешься? То есть как часто ты ошибаешься? Вот ты говоришь, ты запускаешь одновременно там 5 проектов, да, 4-5 проектов. Прогнозируешь ли ты, какое количество из них точно не выстрелит? Или ты не думаешь об этом? Я об этом не думаю, потому что я раньше думал так, что вообще не заинтересован в минусе. И не очень заинтересован в проектах на ноль. И для меня черный сценарий – это был маленький плюс. Я всегда считаю, что черный сценарий – это маленький плюс. Поэтому инвестирую в компании, где, например, если компания, не знаю, например, производит что-то, то важно оборудование, важно актива. И это оборудование важно купить за скидкой. Как бы я рассчитываю так, что если мы, как-то, не получилось, расходимся, чтобы продать актива, и чтобы мы вышли на маленький плюс. Угу. Так считаю. Классная стратегия. То есть изначально ты заходишь туда, где ты точно заработаешь, и пессимистичный прогноз заработай просто немного. Да, но даже если не заработаю и получится ноль либо минус, это будет опыт. А где ты, ну давай так, назовем последние несколько лет, учился или, может быть, в каких-то сообществах состоял, или, может быть, какие-то люди в твоем окружении, у которых ты опыта набирался, или об которых ты набирался опыта. Вот что тебя развивает последние 3 года? Ну, беру крайние, потому что за последние несколько лет вообще все сильно поменялось, время поменялось, вообще процессы поменялись, тренды поменялись. Я просто даже по себе могу сказать, что там 10 лет назад, когда я училась на MBA, и там, знаешь, постепенно что-то там лежа делала, и сегодня, когда это совсем другие скорости. Поэтому за последнее время, например, я состою в разных бизнес-клубах, у меня есть форум-группы, мастер-майнды, есть старшие товарищи, есть наставники, я их называю старшие товарищи, это люди, которые с опытом, у которых, как правило, либо большой бэкграунд в бизнесе, либо большой опыт разный, да, не всегда он успешный, иногда он там трэшовый и жесткий, с разборками и так далее, с потерями, с крахами, и когда они вставали и там заново создавали что-то очень большое. И по факту в моем окружении есть такие старшие товарищи, которые по факту делятся опытом, я с ними могу советоваться, они об меня какие-то свои бизнес-идеи прорабатывают часто. И как учусь, например, я? То есть в какой-то момент я поняла, что
цифры, которыми мы разговариваем, это просто цифры. Ну, то есть по факту миллион, там, не знаю, рублей, 100 миллионов, миллиард, а потом можно доллары, да, в доллары переводить. Ну, то есть по факту это всего лишь набор цифр, которые есть на счете, и если на них смотреть просто как на цифры, да, а не как на что-то там нереальное, то по факту без разницы, что делать, да. То есть с любыми цифрами ты на них смотришь лишь как на цифры. И в какой-то момент пришло такое озарение, зачем заниматься вот этим, если можно то же самое все делать, тут просто чек выше. Или зачем вот здесь, если здесь то же самое, а здесь конверсия там больше, и ты меньше действий совершаешь для того, чтобы получить нужный результат. То же самое с инвестициями, да. Можно инвестировать, ну, вот это мой взгляд, там в России с огромной ключевой ставкой, да, с огромными ипотечными ставками. Можно в Эмиратах, где, ну, одни и те же деньги на входе ты заводишь в объект, но абсолютно разная доходность. А там обеспечение и там недвижка, и тут, да, это город, это там, грубо говоря, столица, либо крупный город, где большое количество бизнесов, инвестиций, рост численности населения и уровня жизни. Но математика кратно разная. Ну, здесь есть другой фактор, что надо вовремя зайти, вовремя выйти, зайти на выгодных для меня условиях и выйти на максимально выгодных, да, здесь я с тобой полностью согласна. Ну, то есть, резюмируя, да, обо что я учусь? Об людей в первую очередь, об каких-то старших менторов, окружение очень сильно влияет. Ну, и я сама в том числе прокачиваю периодически, ну, все время, я бы даже сказала, скиллы разные. То есть и по личностному росту какие-то всевозможные прохожу обучения, тренинги. Ну, то есть для меня это такой уже лайфстайл. И по навыкам, которые сегодня актуальны, там, ИИшка, например. Вот что тебе дает вот эту вот твою способность одномоментно запускать много проектов, там, рисковать, не бояться, я так понимаю, собирать одномоментно много команд, если потребуется, или договариваться с большим количеством партнеров. И опять же, это же отношения, там нужно доверять, эти отношения нужно выстраивать, на все на это надо время. Вот что тебе помогает в текущих условиях двигаться быстрее? Так, я тут услышал несколько вопросов Да. и постараюсь как бы по очереди. Давай. Я думаю так, впервые, у меня много лет есть такая маленькая аллергия на слово «доход» и «выручка». Ага. Мне всегда нравится маржа либо прибыль. Тогда в проекты, где огромные выручки, огромные доходы, то я не очень заинтересован такими проектами, потому что там могут быть и большие доходы, и большие риски, а в принципе маржа появляется маленькая. Поэтому я всегда смотрел, сколько можно заработать, и на данном покупал продукт, продал продукт, с какие-то услуги тоже. Сколько можно взять такую выжимку прибыли. Это для меня был очень важный фактор. И я поэтому заходил в проекты, как еще учусь в университете, заходил в проекты, где я продавал оборудование, которое было премиум. Я всегда и обращал внимание на маржу. Это было для меня важно, потому что если я вкладываю 8-10 часов в день в продаж, либо в общение с клиентами, то лучше заработаю больше и буду продавать оборудование премиум, чем буду продавать оборудование дешево и как бы меньше заработаю, а время вложу столько на 2 проекта. Поэтому вот, это одно. Второе, я не до конца смотрю на доходность. Я смотрю больше, с кем работаю, где работаю, какие дополнительные, можно сказать, дополнительные факторы появятся в круге инвестиций, и будет ли поддержка банка или нет, и на каких условиях. Поэтому, если кто-то меня спрашивает, какая доходность, например, в недвижимостях, то если она будет 8, 10, а 12%, это для меня не очень важно. Для меня важно где, когда, ликвидность и с кем. Потому что у меня есть партнеры, с которыми я работаю по 8 лет, и все работает стабильно. И никаких сюрпризов. И я получаю одно электронное письмо на квартал. Типа там, не знаю, там, поменяй какую-то там оплату в банке автоматически, и все. И за какой-то ремонтный фонд. И это все. Это для меня очень важно. Как я это говорю, я не гоню за процентами. У меня тут чуть-чуть другой фокус.
И я знаю, что есть такой на рынке фетиш доллара, что все пересчитывают все в долларах, но я их 2 раза в жизни видел физически. Раз на Кубе, и раз мне товарищ подарил один банкнот. Я просто их только вижу в фильмах, потому что в Польше он польский злоты, я инвестирую в чешские кроне, в колумбийским песо, российский рубль, и я не пересчитываю в доллары, потому что если я покупаю завтрак в России, в Калининграде, я его покупаю 6 лет, то я нет смысла считать его в долларах. И я тоже не попадаю в эту группу, которая очень сильно разговаривает про инфляцию, потому что, может, я не нахожусь в этом корзинке клиентов, которые покупают продукты, которые включаются в инфляцию, потому что я покупаю постоянно тоже и сам завтрак, тоже и сами продукты, и он как-то не очень так супер дорожает, как все говорят, поэтому у меня чуть-чуть по-другому вид на жизнь, как бы, и внимание на экономику. Поэтому... Да, тут доходность это другая сфера. И за последние 3 года я записывался практически во все клубы, которые возможно записаться. Ну, может, не в шахматные клубы, потому что не очень умею играть в шахматы. Но... Я, кстати, умею. Да, я знаю, но я не очень. В шашки лучше умею играть. Поэтому и в Польше, и в России. И ищу разные новые клубы, и в Южной Америке, и в Чехии, и так далее, но их не так много, эта сфера развивается, нетворкинги тоже развиваются. Я себе поставил цель познакомить в этом году 300 человек, и на данный момент, я думаю, на сегодня 24 человек был тогда активно в этом, участвую в этом, чтобы достигать эту цель, и поэтому все клубы. А потом, как в клубе я появляюсь, смотрю, сколько людей, бываю на разных мероприятиях, либо на разных выездах, путешествиях, потому что мне тоже нравится путешествия. Я посетил много регионов России, которых я бы сам не поехал, потому что не знал бы где, куда, как, не было бы времени и так далее. А так я был и на Камчатке, и был на севере, и был в Дагестане, и в Горно-Алтайске был в сентябре. Поэтому это мне помогает путешествовать. И я с клуба выбираю людей, с которыми могу общаться быстро, потому что я сразу вижу, с кем интересно общаться, как можно развиваться вместе, от кого можно что-то новое изучить, научиться, и это для меня очень важно. И я так считаю, что всегда на 10-20 человек один-два человека будет интереснее. Вот так. Поэтому я тут как бы больше работаю за статистикой и вероятностью. Больше клубов, больше возможностей, больше нетворкинга. То есть тебе легко общаться с людьми и коммуницировать? Да, я думаю, да. Так всегда было. Просто я, например, всегда такой была. Мне всегда было легко общаться с людьми. То есть я могу заговорить на улице с прохожим, найти вообще причину, зачем с ним заговорить. И я даже не задумываюсь о том, как это выглядит со стороны. Ну, реально, могу не задумываться даже об этом. Но у меня в окружении есть реально интроверты, да, люди, которым сложно выстраивать коммуникацию. Они себя дискомфортно чувствуют в окружении большом количестве людей. Вот, и это тоже, скажем, те качества, которые я у людей отслеживаю. И иногда сравниваю, да, кому все-таки проще живется, интровертом или экстравертом. С одной стороны, экстравертом классно, легко, ты выстраиваешь коммуникации, но с другой стороны, и восстанавливаться тоже надо. Это забирает очень много энергии. Вот скажи, ты всегда таким был, или ты это раскачал? И вот эта вечная дилемма, а можно ли как-то научиться этому? Я думаю, сейчас есть даже людей, которые наполовину интроверт и экстраверт. Я такой, не помню слова на русском языке, но можем назвать такого человека семиверт, не знаю. Но половина на половину. Я как бы много дней подряд бываю экстравертом, постоянно общаюсь и встречаюсь с людьми, а потом такой интровертом, где просто закрываю все окна и шторы, и сижу в темноте и ничего не делаю. Поэтому, и медитирую. Да, я хочу просто побыть сам. Но я всегда был таким общительным человеком, я общался с людьми, и в детстве изучал английский, а мой папа, как открывал бизнес в 90-х, он не знал английского языка, он знал несколько слов, и всегда кто-то звонил за границей, я эту трубку брал и старался разговаривать, поэтому я тоже выучил это такое общение с людьми. Но на данный момент я думаю, что раньше как-то было по-другому, потому что раньше употреблял алкоголь, и я думаю, он меня чуть-чуть блокировал, как бы эти разговоры с людьми не были такими, как сейчас, а сейчас уже 3 года не употреблял алкоголь, и эта сфера развития и общения, она вообще выстрелила в космос, просто мне лучше получается, быстрее и так далее, и как появился у меня еще прогресс испанского языка, тогда я могу выражать свои мысли и на русском, и на английском, и на испанском, и это даже бывает по-разному, и стараться понять людей, и шутки, и
потому что не все шутки можно перевести на другой язык, то стараюсь их как-то подумать так, чтобы они звучали на других языках, и я думаю, это получается у меня. То есть ты такой приверженец долголетия, здорового образа жизни. Я бы сказал, что 80/20. 80% да, здоровый образ жизни, а 20% просто... Ты так себе. позволяешь себе Так себе. слабости. Да. Вообще, это тоже такой некий тренд долголетия, longevity, все по-разному сейчас это называют. Да, только я не хочу попасть в экстрема. Я просто вижу, что это модная тема сейчас. Я тоже тестировал разные там препараты, добавки. Гаджеты. Ага. Да, но я считаю, для меня это работает уже 2-4%, потому что если я занимаюсь спортом, а сейчас занимаюсь уже с тренерами и тоже вижу большой прогресс, и диета, и привычки, и так далее, и сон, потому что выспаться это тоже очень важно, и так далее, то все эти добавки, он дают маленький эффект. Я так считаю, для меня. Мгм. Давай к путешествиям вернемся. Сколько стран ты посетил? Считал? Нет, потому что это такой вопрос для человека с Польши, где страна маленькая, когда человек в детстве сел в машину и поехал и посмотрел 10 стран за 2 дня, то это сложно ответить на такой вопрос. Я никогда не считал, но думаю, что и в Европу я съездил даже на машине. И в Африке был, и в Южной Америке. И в Южной Америке, я думаю, 6 стран спокойно. И тоже удивило меня то, что всем не всем, а многим людям нравится Панама, а, например, мне не понравилось, а понравилась очень Гватемала. И там, где мне все советуют где-то ехать, то я стараюсь первый поехать там, где все не советуют ехать. А как ты выбираешь вот страну, куда тебе поехать в путешествие? Вот это тоже, кстати, такой интересный вопрос. В моем окружении, понятно, предприниматели, инвесторы, и каждый по-своему развлекается. Да? Кто-то вот приверженец, там, фанат конкретных стран ездит только туда, потому что там все очень консервативно. Я знаю, куда сходить позавтракать, знаю, где поужинать, знаю, где там на массажах сходить, в падл поиграть, где там потусоваться, если хочется ночных каких-то развлечений. И есть кардинально там иная группа лиц, назовем их так, которые экспериментируют постоянно. И то есть вот стратегия полететь куда-то, не знаю куда, в какую-нибудь супер неизвестную, экстремальную, может быть, даже опасную страну, и там себе устроить трип по бездорожью, я это называю так. Вот ты больше к какой группе лиц относишься? Я тоже так половину на половину, потому что в Санкт-Петербурге я знаю все кафешки, где мне нравится завтрак, где посидеть, поработать на компьютере, онлайн и так далее. А если принимаю решение где-то поехать, то мне очень важно поехать, например, с людьми. И у меня есть много знакомых из разных бизнес-клубов, и я могу задать вопрос на разных своих группах, кто поедет, где. Например, год назад я подумал, поеду на концерт группы Корн. Я еще никогда в жизни не видел. Концерт группы Корни? Да, и в Нью-Йорке. И задал вопрос, товарищ сказал, давай поехали, там Корн через неделю играет, покупали билета, полетели. И я в Нью-Йорке даже могу себе в гостинице сварить 8 яиц, просто их есть, и даже не искать ресторанов, просто сходить на концерт. Поэтому я очень такой эластичный в поездках, и мне нравится открывать новые места. Не, понятно, когда у тебя энное количество паспортов, наверное, это сильно проще делать. Я думаю всегда, что, как я вспомню, время в детстве, как мы стояли по 3 дня на границе с Германией, чтобы поехать в Голландию, потом еще там где-то стояли и ждали постоянно. Я думаю, сейчас мир более открытый, чем он раньше был. Я думаю, не так сложно путешествовать. Какое самое экстремальное для тебя было путешествие, которое сейчас первое на ум приходит? Самое такое трэшовое. Трэшовое? Да. Это в смысле плохие? Это такое экстремальное, где ты разнонаправленные эмоции испытал. Но я честно скажу, что Северный полюс на ледоколе 50 лет Победы. Это была для меня крутая поездка, потому что ледокол, индустриальный корабль, побыть оффлайн 14 дней силой, это тоже хороший опыт. Сколько было мороза там? Не, это был полярный день тогда, +2, -2 градуса постоянно. И потом прыгнул в Арктический океан, там на Северном полюсе, покупался, покушал шашлыки. А что вы там делали 14 дней? Подожди, просто плыли на ледоколе? Да, а потом кушали шашлыки на Северном полюсе и вернулись. И посмотрел атомный реактор через окно, вот, стекло. И вернулся с волосами и зубами. Интересное развлечение. А вот из такого, может быть, что запомнилось еще на всю жизнь? Может быть, опасное?
что-то вот такое экстремально опасное? Да, поехал в Колумбию, и на Фейсбуке сразу нашел какую-то группу гидов, и в Медельин просто задал вопрос, что я хочу поехать на какую-то поездку за город и так далее. Но сейчас уже знаю, что это так себе, и просто приехал какой-то такси с какой-то женщиной, и там были непонятные люди в этой машине, и они просто сказали, что мы едем за город. Но, слава богу, вернулся с почками и так далее, и было все окей, но посмотрел Гуадапе и другие регионы, поэтому было интересно, но я на данный момент не считал, что это опасно. Ну, то есть это было страшно или что? Что там с тобой делали? Было интересно, было круто, но первые 15 минут я думал, вообще, где мы едем, и куда, и с кем. И будем общаться на английском или как, и я так не до конца понял. Ну, то есть все благополучно, слава богу, закончилось. Да. А о чем ты мечтаешь? Вот давай представим тебя через 15 лет. О чем ты мечтаешь? Я бы хотел полететь в космос, Мгм. публиковать книжки М. научной фантастики, которые сейчас пишу. Ты пишешь книги? Да. Ну, пишу такое там. Пока одну книгу. Может, две одновременно, а может, их потом соединю в одно. И бы хотел публиковать и на польском, и на русском одновременно. И у меня нет таких желаний, что я бы хотел через 15 лет, потому что то, что я себя думаю, либо придумываю, я стараюсь делать сразу. Потому что я думаю, у нас как-то по статистике жизнь где-то там 80 лет, но я уже нахожусь в половине, тогда лучше уже не ждать, либо не думать, что там дальше будет. Просто делать. Понятно, классный девиз. А вообще, какие у тебя жизненные принципы, вот по которым ты двигаешься, и которые ты стараешься не нарушать? Есть они какие-то сформулированные? Или ты так, идет как идет? Да, есть. Стараюсь и не покупать, не заходить в проекты, где кто-то может потерять деньги либо здоровье, и не инвестировать в проекты, связанные с алкоголем и сигаретами. В принципе, чтобы люди не страдали. Вот, такие проекты. Я не захожу. Есть ли какие-то благотворительные проекты, которыми ты занимаешься? Или, может быть, спасаешь каких-нибудь животных или китов? На данный момент поддерживаю семью в Польше, у которой есть детей, у которых там сложная ситуация в судах и так далее, и дети живут по 6 месяцев, и мне эта семья отправляет линки с интернета, что им нужно, какие продукты я покупаю, потому что большие корпорации, либо фонды благотворительные, я не до конца могу проверить, на что они тратят деньги, где эти деньги идут, поэтому захожу в проекты, либо поддерживаю проекты, где близкие люди не рассказывают, и они знают, либо проверяют эту организацию. Тогда, да, захожу в разные проекты, и часть денег стараюсь трансферировать на благотворительность, но такую, где я могу проверить, что с этими деньгами происходит. Ты считаешь, что это такой важный аспект для человека заниматься благотворительностью? Просто есть разное мнение. Кто-то вот говорит, что это обязательно, это правило жизни, 10% на благотворительность отдай. Кто-то осторожничает с этим, а кто-то, в принципе, далек. Вот как ты к этому пришел, исходя из чего? В моей оцене, если человек развивается и получает успехи, часть денег, либо времени, либо возможностей было бы приятно отдавать другим людям, и чтобы им помогать, потому что они все могут сами себе помочь, и это факт. И я просто считаю так, что это очень важный фактор, и это такой полезный капитализм, что мы растим вместе, зарабатываем деньги, и часть денег трансферируем до этих людей, которые не могут сами себе помочь, либо на эдукацию, либо на помощь и развитие. И я был таким, мне очень нравилось, что, например, если смотрю какие-то выпуски в Польше раньше про какие-то инвестиции, которых я не знал, либо какие-то ремонты, как лучше делать и так далее. И был такой, например, один человек, где рассказал про инвестиции и опыт, а потом сказал, вот, а тут такой сайт, там кому-то нужны деньги на такой-такой предмет и так далее, и давайте поможем. То я всегда отправлял сразу деньги, потому что я за этот выпуск сейчас получу много опыта, и я на этом заработаю. Тогда почему не поделиться прибылью? Какой бы совет ты дал себе 18-летнему? Я думаю, я бы не давал советов, потому что то, где я сейчас, мне очень нравится. Я в таком моменте, где, если не было бы этого опыта раньше, то я в этом моменте бы не был. Тогда лучше я бы не давал советов. То есть прошел бы все то, что ты проходил. Да. А какие были точки такого
пересмотра, и были ли они, ну, скорее всего, были в твоей жизни, по-любому, у каждого они были, когда ты думал, что все, это конец, но это тебя очень сильно трансформировало, и ты смог оттолкнуться и очень круто взлететь дальше. Был такой момент 3 года назад, когда было мне очень плохо, и я просто уже принял решение, что надо отказать от алкоголя и поменять привычки, и много чего поменять. И начал эту тему изучать, интересоваться психологией, терапией и так далее. И это был момент, когда все поменялось, и сейчас все лучше стало. Ну, то есть ключевое это ты пошел в тему работы с состоянием, со здоровьем. Да. А были ли какие-то трэшовые такие жесткие ситуации, может быть, в бизнесе у тебя, которые тоже сначала казалось, что все, я умру бомжом, но ты получил бесценный опыт, который позволил тебе потом дальше, возможно, решения другие принимать. Можешь ли ты поделиться таким? Я думаю, такого опыта не было, потому что я с детства читал разные книжки, даже не сознавшим читал такие книжки про бизнес и так далее, потому что папа открывал бизнес в 90-х, и он покупал какие-то книжки американские, которые были с переводом на польский, и они всегда валялись у нас в круге туалета где-то там. И как люди читают там состав, ингредиенты зубной пасты, то я читал эти книжки с детства, и потом во всех своих проектах бизнеса я что-то делал, как-то направлялся, и потом смотрел, что это было, это в этих книжках было, и там кто-то там написал. И я всегда считал так, что даже если что-то не получится и будет очень плохо, то это, в принципе, не будет плохо, потому что я всегда отработаю деньги. А если у меня не будет денег и вообще будет все плохо, то я пойду на реку, не знаю, убью какую-то утку и буду кушать утку. И просто выживу. Такое у меня были мысли. Давай сделаем подарок. Кстати, вы активно лайкайте, пишите комментарии. В комментариях поделитесь, что из этого видео вы для себя возьмете, какой инсайт, может быть, точку зрения, может быть, какую-то мысль, которая вас зацепила и которую вы заберете после просмотра этого видео с собой. Может быть, даже зафиксируйте свою заметочку. И у нас есть традиция. Мы в каждом выпуске дарим подарки. Давай придумаем, что мы можем подарить. За самый классный комментарий или за тот комментарий, который зацепит наше сердечко. А какая стоимость? О, нравится вопрос. Вот сразу видно, понимаете, предприниматель и инвестор. На самом деле мы дарим подарки такого плана из серии. Возможно, нас посмотрит какой-нибудь мальчишка, который посмотрит на тебя и скажет: о, я хочу быть как он, я хочу у него что-то спросить, хочу с ним попить кофе, может быть, рандом кофе даже в зуме, и просто позадавать себе вопросы. Да? Может быть, это будет какой-то предприниматель, который захочет получить твой международный опыт. Может быть, это будет какая-то девушка, которая скажет: о, я хочу с ним познакомиться. Тогда я готов к рандом кофе и онлайн-общению и вопросам. А если кто-то постарше, я думаю, можно предложить, например, билет на Backstreet Boys. В этом году они играют концерт в Европе. 4 подряд. Я тоже хочу билет на Backstreet Boys. Я собираю группу и еду на Backstreet Boys. Так, куда мы летим? В Дюссельдорф. Друзья, все отменяется. Итак, кто хочет попасть на концерт Backstreet Boys в Дюссельдорф вместе с нами, пишите в комментариях свои инсайты, что вы забираете из этого подкаста, что запишите себе в заметочки и будете об этом думать. Ну и для тех, кто хочет действительно пообщаться, перенять опыт, да, позадавать свои вопросы в теме бизнеса, международного бизнеса, инвестиций, международных инвестиций. Может быть, у вас будет вопрос, у меня, по крайней мере, такой точно был по поводу, как можно знать столько языков, объездить кучу стран и еще разруливать с паспортами какие-то там прикольные штуки всякие, то напишите в комментариях, мы выберем, давай, один комментарий, с кем назначим такой рандом кофе, и один какой-то самый, наверное, активный, кто поучаствует в розыгрыше билета. Вот это вообще топ, в это я тоже поучаствую. Спасибо тебе большое. Классно провели время, классно вообще поговорили. Ты очень нестандартно мыслишь, интересные такие у тебя взгляды на жизнь. Я бы сказала, легкие, из серии идет как идет. И мне кажется, когда с таким девизом двигаешься, жизнь как-то сама подстраивается, и на самом деле получается все огненно.
Спасибо.